Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня я хочу снять видео о причинах шума в голове или шум в ушах, как мы еще говорим. Значит, это видео я снимаю по просьбе своей подруги ютубовской Валентины Новосад. Но этой проблемы коснулась и я сама. Я сейчас, как говорится, выбираюсь из 2,5 месяцев своей болезни. 4 года я совсем не болела, даже насморка не было. А сейчас вот в этом году решила меня покачать. И началось все с уха. Вот, в конечном итоге я заболела гриппом, дети болели, ну, и понимаете, если в одном доме, то тут уже по-любому этого не миновать. И вот такая вот проблема у меня случилась. Э, и все это дало осложнение, простуда, воспаление ушей, у меня случилась пробка. Ну и все, как говорится, все в хороший букет. Вот. И результат всего этого пошли, шумы. Ну, я больше их определяю ушные шумы. Ну, это шум в голове, который я слышу. Не слышит его никто, кроме меня. Вот жалко, можно было поделиться со всеми, но не хотят никто слышать этого, кроме меня. Ну и еще скажу, днем этот шум, как говорится, более-менее забивается другими шумами, не так на него обращаешь внимание. А вот ночью, когда тебе нужно ложиться спать, этот шум, он мешает. У меня это пульсирующий шум. И вот такой вот как сердцебиение, вот идет этот шум в голове. Значит, сейчас я немножечко прочитаю то, что пишут умные умы, так как я не медик и сама четкую вам дать четкие описания я не могу. Вот, и скажу, как я борюсь именно со своей проблемой. Значит, первое, что я хочу сказать, если есть возможность, даже невозможность, а лучше все-таки пройти обследование, чтобы наверняка знать причину вашего шума в голове и ушах. Ну, медики говорят, что гул в ушах или голове может возникать вследствие таких причин. Это быстрая утомляемость и эмоциональное перенапряжение. Одна из безвредных причин, возникающие после тяжелого рабочего дня или пережитого сильного стресса. Возрастные изменения, шумит в голове, ну, у пожилых молодых людей. Вот. Аневризм сосудов головного мозга наблюдается у людей с заболеваниями сосудов и сопровождается приступами пульсирующей боли в голове. Значит, не только именно шум будет, а именно еще и пульсирующая боль. Атеросклероз. Об атеросклерозе у меня есть ссылочка будет внизу в описании и вверху в подсказочках. Это повышенный уровень холестерина в крови приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые нарушают кровообращение и препятствуют попаданию кислорода в сердце. Вегетососудистая дистония вызывает спазмы мозга. Болезни сосудов шеи и шейного отдела позвоночника. Ну, это при шейном остеохондрозе. Неврит слухового нерва, заболевание, поражающее нервы слуховых органов и приводящее к нарушению кровообращения. Тоже это связано именно с ушами. Депрессия, невроз характеризуется только шумом в ушах или голове, ухудшением состояния. Артериальная гипертензия – это повышенное давление, отмечается стойкое повышенное кровяное давление.
приводящие к нарушению потока кислорода к головному мозгу на фоне повреждения его мелких сосудов. Также сюда относится аритмия, ну и болезни сердца, которые характеризуются нарушением микроциркуляции крови. Анемия – состояние, сопровождающееся снижением уровня гемоглобина в крови и систематическим шумом в сердце. Рак головного мозга, ну это уже самое страшное. Опухоль при разрастании сдавливает нервы и сосуды, что провоцирует шум в голове, боль, резкое снижение веса, рвоту и потерю сознания. Эндокринные нарушения организма. Это недостаток йода способен вызвать шум в голове и ушах. Прием некоторых препаратов лечения аспирином длительное время может спровоцировать звон в ушах. Обычный аспирин, так что тоже, как говорится, нужно его принимать обязательно и давать себе отдых. Как говорится, 7 дней принимаем и 2-3 дня отдыха обязательно, потому что это приводит к вот таким вот последствиям. Ну и напоследок это у нас травмы в голове или сотрясение головного мозга тоже могут привести именно к вот таким вот последствиям. Шум в голове и ушах. Значит, я сказала, что сейчас я тоже прохожу вот этот вот, у меня тоже на воспалении ушном, на простуде. Это все пошло, большие осложнения, и тоже дало эффект шума в ушах. Ну, как говорится, я же, ну, не люблю я врачей, не люблю ходить туда без толку. Вот, и начала искать решение проблемы своими способами. Вы же знаете, я экспериментатор, не всегда эти эксперименты успешны, но ну, такой я человек, я не могу на этом остановиться. И вот сейчас я расскажу, значит, у меня была проблема, была пробка в этом ухе, и ее я убрала при помощи вот такого аппарата. Это я расскажу в следующем видео. Ну, а сейчас я расскажу именно шум в голове. Значит, по моим симптомам мне давала шум в ушах именно вот эта вот пробка ушная, она давила на барабанную перепонку, и мой остеохондроз, ну, стервохондроз, как я его называю. Значит, эти две проблемы слились в этот шум. Ну, рассказывать, как оно шумит, что это самое, я не собираюсь. Сейчас я просто расскажу, что пробку я расскажу в следующем видео, как я с ней боролась. А вот именно с остеохондрозом мои непревзойденные и, естественно, постоянные средства – это меновазин и секрет Парацельса. Или же Адамов корень. Вот я показывала суставной доктор, вот не взяла, да, но у меня он уже заканчивается. Сейчас буду искать в интернете, чтобы заказать новый. Вот. Это именно суставной доктор, ну и звездочка. Значит, вместо вот этих вот препаратов может подойти любое согревающее средство, которое дает нам разогрев шейных отделов и улучшает кровообращение. Как мы читали, вот все болезни, значит, шумы идут от нарушения попадания кислорода, снабжения кислорода нашего мозга. Вот отсюда идут все эти шумы. Так скажем, кислородное голодание. Значит, первая наша задача – это улучшить кровообращение, чтобы кровь поступала в мозг, чтобы поступал кислород. Значит, этим и занимается у меня меновазин
и мои вот такие вот препараты. Это именно согревающие на адамовом корне. Что я делаю? Днем я говорила, что эти шумы не так слышно, от них отвлекаешься всеми занятиями. А вот на ночь, когда ложишься спать, я капала капли в ухо и затылок. И хорошо вот именно затылочную часть, воротниковую зону хорошо, даже именно где волосы. Я сначала натирала меновазином, а потом сверху одним из вот таких вот препаратов. Я же говорю, у меня закончился суставной доктор. Обычно я не мазала, сейчас несколько дней уже этим смаз. Что мне это дает? Во-первых, миновазин идет как прекрасный проводник. Он быстро проводит остальные лекарства. Миновазин дает возможность быстро уснуть. И, честно говоря, я натерла, улеглась, так скажем так, хорошенько уложила шею, чтобы мне удобно было. И вот эти шумы потихонечку утихают, и я быстро засыпаю. Во время сна меня эти шумы уже не беспокоят. Ну, вот так вот, Валюша, я применяю вот такие средства. Ну и все же, повторюсь, я не люблю медицину, но вот в этом случае я бы советовала проконсультироваться с врачом. Не просто проконсультироваться, а пройти обследование, чтобы, не дай бог, храни вас Господь, не было серьезных таких вот болезней. Ну а на этом, мои родные, я буду заканчивать свое видео. Значит, еще раз повторюсь. Растирочка, миновазин и любое согревающее, разгоняющее кровь средства. Это могут, сейчас их очень много, какое у вас имеется под рукой. Я же говорю, я пользовалась звездочкой, я пользовалась суставным доктором, пользовалась именно секрет Парацельса, даже делала пару раз растирку чисто адамовым корнем. Ну, честно скажу, адамов корень я не стараюсь часто применять, так как это очень мощное средство. Вот, я стараюсь его применять, как говорится, по минимуму. Я и берегу его одновременно. Если можно вот заменить такими препаратами, я заменяю. Ну все, мои родные, на этом. Пока-пока. Ваша Ирина. Кстати, спасибо огромное, кто досмотрел видео до конца. И также напомню, если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Ну и ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. Буду очень рада вашим комментариям. Ну, а вот теперь пока-пока. Ваша Ирина.